Представьте, вы берете смартфон в руки, а там тишина. Wi-Fi не работает, интернет не работает, лифт стоит. Именно так будет выглядеть блэкаут, если он случится. Очень важный вопрос, который хотелось бы тоже обсудить, это что делать детям. С вами Олег, и сегодня я хочу поговорить с вами про blackout. Это проблема, которая касается всех нас. Что такое blackout? Blackout – это масштабное отключение электрической энергии, которая может охватывать целые регионы или страны. В отличие от кратковременных перебоев, блэкауты могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, вызывая серьезные последствия для всей инфраструктуры и повседневной жизни. Причины блэкаутов в Австрии. Несмотря на развитую энергосистему, Австрия не застрахована от блэкаутов. Возможные причины включают природные катастрофы, штормы, наводнения, снегопады, которые могут повредить линии электропередач, технические неисправности, отказы оборудования на электростанциях или в сетях, кибератаки. Представьте, вы берете в руки телефон, а там нет сети, и все электричество вокруг исчезло. Почему Австрия так заботится о блэкауте? Дело в том, что в 2022 году уже случалось отключение электроэнергии в Нижней Австрии. Около 70 тысяч домохозяйств в Нижней Австрии остались без электричества из-за сильного снегопада и обледенения линий электропередач. Над северо-восточной частью Альп прошел теплый фронт с обильным мокрым снегом до 30 сантиметров. Из-за обледенения проводов и падения деревьев оборвались десятки воздушных линий электропередач. В пике без электроснабжения остались около 70 тысяч домохозяйств. Отключения начались около 3 часов ночи и развивались каскадно по мере срабатывания автоматики. Короткие локальные отключения в Нижней Австрии на схожих метеоусловиях фиксировались и позже, например, в декабре 2023 года. Там пострадало лишь 2500 абонентов, что демонстрирует эффективность уже начавшейся модернизации сетей. Почему удалось так быстро решить проблему? Потому что с конца 2010 года компания Niederösterreich, то есть Нижняя Австрия Энерги, ввела систему сегментации, когда если случается авария, то абоненты с одной части электросети перекладывают свою нагрузку на другую часть электросети, что существенно снижает масштаб аварий. Второе. Подземные кабели. За предыдущие 5 лет под землю убрали почти 700 километров наиболее проблемных трасс через лесные участки. Именно на тех линиях раньше случались до 40% зимних обрывов. И введение мобильных дизельных генераторов. В труднодоступных долинах энергия подавалась через передвижные установки, пока линия очищалась от льда. Согласно оператору магистральных сетей APG, суммарная надежность австрийской энергосистемы остается одной из лучших в Европе. 99% доступности. После ноябрьского инцидента в 2022 году Земля, Нижняя Австрия заложила в сетевой мастер-план до 2030 года дополнительные 350 миллионов евро в год для модернизации системы. Таким образом, снежный блокаут 2022 года стал крупнейшим для Нижней Австрии. И за последние 15 лет реакция сетевых служб и вложения в инфраструктуру позволили ликвидировать основные последствия менее чем за 2 суток и стали катализатором рекордных инвестиций в устойчивость региональной энергосистемы. К сожалению, совсем недавно в странах Евросоюза случились масштабные отключения электроэнергии, что стимулировало вновь заговорить про австрийскую систему энергоснабжения. 28 апреля 2025 года масштабный блэкаут охватил Испанию, Португалию, Андорру и часть Франции. Причиной стали аномальные колебания в электросистеме, начавшиеся с Испании и Португалии. Этот инцидент показал, что даже развитые страны не застрахованы от подобных кризисов. Австрийские власти активно готовятся к возможным блэкаутам. Модернизация инфраструктуры, деньги и умные провода. 9 миллиардов евро до 2032 года. Таков объем программы во вложение в энергосистему. Уже сегодня каждое третье вмешательство в график работы электростанции сокращается благодаря цифровым алгоритмам и роботам, дронам, которые ремонтируют электросистему. На земельном уровне Нижняя Австрия, Штирия, Верхняя Австрия ускоренно переводят в кабель
1500 километров проблемных участков. Кабели начинают выдерживать заморозки и обледенение, что сокращает риск зимних обрывов в 2-3 раза. Диверсификация источников энергии. Закон Австрии обязан довести потребление электричества до 100% возобновляемых источников энергии. На законодательном уровне Австрия решила использовать возобновляемые зеленые источники энергии в 100% случаев. Это запланировано до 2030 года. Крупнейшая в Австрии трехдневная симуляция блэкаута в 2024 году проводилась различными компаниями, включая энергетические компании и телеком-компании. В Нижней Австрии было задействовано 3000 человек и 400 единиц техники в этих учениях. Время развертывания полевых дизель-генераторов сократилось с 6 до 3 часов, а резервные каналы радиосвязи теперь автоматически активируются при падении напряжения в сети. Немаловажным играет информирование населения, чек-лист 72 часа автономии. Министерский портал обновил интерактивный путеводитель, какие запасы держать дома, как пользоваться ручным насосом на колодце и где ближайший инфопоинт с зарядкой гаджетов и аптечкой. В описании к этому видео я оставлю чек-лист, если хотите, можете его распечатать и держать при себе дома. Чтобы армия могла оказывать помощь, к 2025 году сотня австрийских казарм станут автономными, минимум на 14 дней. Собственная мини-ТЭЦ на биодизеле, солнечные крыши, скважины и запас продовольствия – вот что делает казармы автономными. Это значит, что даже при полном отключении страны военные кухни продолжат раздавать горячие обеды, а радиосети координировать спасателей. К концу 2025 года планируется инвестировать 180 миллионов евро в расширение 100 энергонезависимых казарм. Ну и, наконец, как подготовиться к блэкауту. Представьте, вы берете смартфон в руки, а там тишина. Wi-Fi не работает, интернет не работает, лифт стоит. Именно так будет выглядеть блэкаут, если он случится. Даже в странах с надежностью сети 99% перебои случаются. Золотой стандарт гражданской защиты – иметь минимум 72 часа запаса. Начинаем с воды. 3 литра на человека в день умножаем на трое суток, получаем 6 1,5-литровых бутылок на каждого человека. Еда. Консервы, сублиматы, орехи. Все, что не требует холодильника. Не забудьте ручную открывашку, лекарства, недельный запас, особенно если хронические. И да, влажные салфетки, душ может быть роскошью, а чистые руки – необходимостью. Свет. Свет – это безопасность. Держим 3 независимых источника. Карманный фонарик, налобный фонарик, свечи или газовую лампу для общего освещения. Плюс комплект свежих батареек, плюс 1 к тем, что уже стоят в приборах. Литиевые хранятся дольше. Интернет умер. Да здравствует радио. Маленькие FM/AM приемники на батареях ловят официальные сообщения. Добавляем Powerbank на 20 тысяч мАч. Это 4-5 зарядок смартфона. Держите кабель прямо в комплекте, чтобы не искать его в темноте. Квартира без электричества быстро остывает. 3 слоя одежды, как слоеный пирог. Базовый, утепляющий и ветровка. Плед или спальник сверху. Лайфхак. Свечка под керамическим горшком дает теплый поток воздуха, но никогда не оставляйте огонь без присмотра. Альтернативная энергия. Складная солнечная панель на 40 Вт заряжает все, что питается от USB. Если вы живете в частном доме, подумайте о бензиновом или газовом генераторе на 2-3 кВт. Храните топливо стабилизированным и раз в месяц запускайте мотор для проверки. Чек-лист за 30 секунд. Вода 9 литров на человека. Еда, не портящиеся продукты на 3 суток. Свет 3 источника плюс батарейки. Связь, радио и заряженный пауэрбанк. Тепло, одежда слоями и плед. Энергия, солнечная панель или генератор. Я, как житель Австрии, уже подготовил тревожный чемоданчик и установил солнечную панель на балконе для зарядки устройств. Также мы с соседями договорились о взаимопомощи на случай блэкаута, кто кого кому приведет, если вдруг случится что-то. Очень важный вопрос, который хотелось бы тоже обсудить, это что делать детям. Детей не нужно пугать блэкаутом, им надо дать роль в нашем плане. Нужно объяснить, что свет ушел, и мы его скоро вернем. Надо собрать вместе рюкзак супергероя, фонарик, игрушка, пара съедобных батончиков. Дайте ребенку задание.
следить за водой или запасом батареи. Запасайтесь бумажными играми, чтобы заменить планшет. Отрепетируйте правила. Если свечка падает, сразу зовем взрослого, и пусть у малыша в кармане всегда будет карточка с адресом и номером родных. Так страх превращается в игру, а Blackout в семейный квест, где каждый знает, что делать. Добавлю, что в школе также проходят определенные учения, что делать во время блэкаута. Если ваш ребенок оказался в школе, он обычно подготовлен учителями, и он должен знать, как добраться до вашего дома пешком. Если такой возможности нет, то, пожалуйста, имейте какого-то взрослого, знакомого друга, родителя, который может принять вашего ребенка на время, пока вы его не заберете. Я своих детей уже проинструктировал, как надо себя вести. Если старшая дочка окажется, например, в общественном транспорте, она всегда знает, что ей делать, где ей выйти и как добраться до дома пешком. И помните, блэкаут не страшен, если вы заранее к нему подготовитесь. Скачайте список необходимых вещей, которые находятся в описании к этому видео. Я желаю всем нам, чтобы блэкаут в нашей жизни не произошел. Будьте внимательны к своим близким и всего вам доброго.